жители ошибочно думают, что Дубай живет только за счет торговли нефтью. Это не совсем так. Эмираты, конечно, зависят от продажи энергоресурсов, но Дубай много зарабатывает на туризме, сделках с недвижимостью и инвестициях в высокие технологии. И здесь выставляют такие знаки, чтобы люди не подскальзывались в виде бананов. Любовь к роскоши и гигантомании, как я уже говорила, у местных жителей в крови. Они любят пускать пыль в глаза. Богачи раскатывают по улицам на спорткарах. В Дубае очень много богатых, и все пытаются выделиться. Но самым главным надо смотреть на номера машин. Чем ниже номер, тем круче владелец. Как объяснили местные жители, ценится не только количество цифр на номере машины, но и серия номера с литерой A, самая статусная серия. Далее в порядке убывания серии B, C, D и так далее. У шейха, кстати, машина с номером 1. И еще, чтобы выделиться, жители Эмирата заводят себе экзотических животных, рассекают на люксовых яхтах. Полицейские, кстати, тоже не отстают. У них целый парк служебных гоночных машин. Я вам уже рассказывала про крутые элитные номера, но они есть даже у полицейских. Еще коренные жители предпочитают есть кексы, завернутые в бумагу из сусального золота, а в кофе добавляют золотую пыль. Вот такие нравы. Ворвались на площадку! Отделитесь! Нам тебя не хватает! Но весь этот шик и блеск – лишь красивая обертка. В Дубае не все так радужно и прекрасно. Есть настоящие трущобы, где живут гастарбайтеры. Те, кто строят всю эту роскошь для арабов и следит за чистотой. Здесь живут все наемные рабочие. Индийцы, пакистанцы, непальцы, ну и другие азиаты. Эти люди получают за свой труд довольно скромную по местным меркам зарплату. И в отличие от других мегаполисов мира, иностранных рабочих в Дубае почти 90% населения. Из-за того, что здесь много строек, машины из-за этого пылятся. Вот это чистое, а это грязное. Учитывая, что Дубай часто стоит в глухих пробках, ездить на такси или автобусах, которые запаздывают, не лучший вариант. Хотя остановки очень даже комфортные. Вот внутри остановок работают кондиционеры. Правда, в соседней не было, а здесь есть. Трамваи в Дубае тоже есть, но маршрут всего один. О! Да, вот ходим. Ходим в трамвай. О! Трамвай больше похож на небольшую электричку. Все новенькое, чистое. Первый вагон для владельцев золотых электронных карт на проезд. Последний вагон для женщин и детей. Остальные смешанные. Скорость движения средняя. Это остановка трамвая. Здесь очень классно. Здесь все освежается. Так, светло. Чисто, да? Самый быстрый и недорогой общественный транспорт в Дубае – это метро. Станции снаружи напоминают летающую тарелку. Вход по электронной карте такой же, что и для трамваев. Ее перекладывают на входе и на выходе, так же, как в трамвае. Плата за проезд зависит от расстояния. Где мужчин? На всех станциях и в вагонах метро работают кондиционеры. В переходах, довольно длинных, они тоже работают. Это начиная
ценить, когда путешествуешь днем под палящим солнцем. Здесь запрещено курить, кушать, المحطة القادمة пить هي напитки. А еще Шарф жевать Диджи. жвачки. Даже жвачки. Большая часть метро проложена над землей, поэтому поездка на метро – это еще и обзорная экскурсия. Но здесь поезда ездят без машинистов. В поездах метро, как и в трамвае, есть специальные вагоны для женщин, куда мужчинам категорически запрещено входить. За это штрафуют. Тимур у нас против потока бежит. И люди идут нормально, а Тимур у нас бежит против потока. С ускорением. Конечно, больше всего в Дубае нам хотелось попасть на самое высокое в мире здание – Бурдж-Халифа, 828 метров. Через эту точку видно, вон, где мы будем смотреть. Вот там вот мы будем находиться. Билеты на обзорную площадку, 125 этаж, мы купили заранее на официальном сайте. Потому что если платить за вход на месте, выйдет в 4 раза дороже. Мы приехали на Бурдж-Халиф чуть-чуть пораньше, потому что здесь еще надо стоять в очереди. В небоскребе 57 лифтов. Пока мы к ним шли, подробно изучили историю строительства Бурдж-Халифы. Мониторы на стенах выполняют функцию музея в картинках. Вот показывает, как она строится, видите? Затем еще одна очередь перед лифтом и подъем со скоростью 10 метров в секунду. Аж дыхание захватывает. Что, уши закладывала? А у тебя, Тимур, в лифте уши закладывала? Вот так Дубай выглядит с высоты 456 метров. Вон, быстрее, пока. Обзор на смотровой площадке на все 360 градусов. Люди кругом фотографируют. Ну вот мы и добрались на вершину башни. Здесь действительно высоко и видим весь город. Кстати, за массивом застроек уже видна бескрайняя пустыня. Не такой уж Дубай большой. Мам, посмотри, какой большой бассейн. Туда можно плыть. Follow me to a place where we can be absolutely free, to be exactly what you wanna be, completely. Мы хоть поднялись и высоко, но доверху еще ого-го. Lose control, that's when I need you more. Give me the key to set your heart and spirit. А вот там строят острова новые. Здесь есть увеличительное стекло, которым можно смотреть всякие дома. Это что-то вроде электронного телескопа. Можно смотреть на город в режиме реального времени, а можно рассматривать уже записанный фрагмент в высоком качестве. Дневные и ночные виды Дубая. Ой-ой-ой. Ой. Для любителей острых ощущений этажом выше сделали имитацию прозрачного пола, в который понарошку врезается виртуальный квадрокоптер. Мне с братом и сестрой понравилось. Сначала ты ходишь и никого нет, а потом появляется вот такая вот штуковина и ломает стекло. Ну-ка, квадрокоптер там. И упал. И
Еще есть зона релаксации. Подвешенные на длинных цепях прозрачные сферические качели с пуфиками. Идеальное место для фотосессии. Фоткать надо Тимурку и Анжелику. Из-за большого наплыва народа мы спускались в башню на лифте, который предназначен, как нам объяснили, для жилой зоны. То есть получается, что в Бурдж-Халифе есть квартиры, и там живут люди. Наши уши закладывают, да? Мы сейчас были вот в этой башне. У подножия Бурдж-Халифы установлены поющие фонтаны. Тоже в некотором роде чудо света. Включают их еще днем под громкую музыку. А как только в Дубае заходит солнце, фонтаны подсвечивают разными цветами. Струи воды, если верить рекламе, бьют аж на 150 метров в высоту. Хотя в это слабо верится. Как бы там ни было, шоу ежедневно собирает 1000 туристов. Продолжение рассказа про Дубай в следующем выпуске. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь.